После окончания в 1991 году Первой войны в Персидском заливе велико было всеобщее стремление к миру на Ближнем и Среднем Востоке. В ООН обсуждалось множество предложений по поддержке мира в этом регионе, но, к сожалению, все ограничилось декларациями. Тема насилия по-прежнему актуальна. Наряду с желанием восстановить мир, общественность стремилась изменить древние обычаи порабощения женщин Востока. По большей части это обычаи нерелигиозного происхождения, однако религиозные деяния утверждают обратное, стремясь удержать женщину в рабстве. Принцесса Султана надеялась, что внимание западных средств массовой информации к ее стране послужит улучшению положения женщин, но этого не произошло. Где принцесса Султана и ее единомышленницы видели возможности социального прогресса, мужчины ощущали опасность и противились любым изменениям ситуации, позволяющей удержать в неволе половину населения, запирать женщин в 4 стенах. Мужья, отцы, сыновья не желали бросать вызов радикальным религиозным авторитетам в борьбе за права женщин. Именно мужчины семейства принцессы Султана, правители страны, позволяли религиозным фанатикам консолидировать власть над судьбами женщин страны, ужесточить условия их существования. Принцесса Султана переживала за судьбу саудовской женщины, за судьбу своих дочерей, обреченных скрывать лицо под вуалью, не имеющих права управлять автомобилем, выбирать работу по душе, лишенных того, что кажется естественным женщинам западного мира. Но Султана не смирилась. Принцесса Султана несколько лет назад получила степень магистра философии. Философия не стала ее профессией, но полученные знания помогают принцессе определить свое место в окружающем мире и поддерживать душевный покой. Она увидела, сколь многие в этом мире страдают от притеснений, от несправедливости, поняла, сколь ничтожные шаги социального прогресса, поняла необходимость борьбы за изменения к лучшему. Принцесса Султана очень хотела сообщить читателям, что Карим изменился к лучшему, стал столь же добрым и чутким, каким был в первые дни их знакомства. Супружеские отношения между ними наладились. У них 3 детей. Султана очень любит дочерей, и ей тяжко видеть их облаченными в черные одежды, все еще оставляющие необходимость принадлежностью костюма молодой женщины в Саудовской Аравии. Султана констатирует, что примитивные традиции по-прежнему определяют судьбу женщин в обществе страны. Отец Султаны все еще жив, но характер его не улучшился. Согласно положениям мусульманской религии, он содержит 4 жен в 4 дворцах. У него множество маленьких детей от молодых жен. Отношения его с султаной не улучшились. Он гордится сыновьями и внуками, но едва обращает внимание на дочерей и внучек. Брат султаны, Али, тоже не изменился к лучшему. Характер его стал еще более жестоким. Жестокость проявляется в первую очередь в общении с дочерьми, к которыми он относится так же, как отец относился к его сестрам. У него, как и у отца, 4 жены. Он часто разводится и вновь женится на 14-летних, содержит множество любовниц в пределах королевства и за его границами, тратит на свои похождения миллионы долларов в год. Такое поведение Али и подобных ему саудовских принцев вызывают недовольство населения страны и желание сменить формы правления. Любимая сестра султаны Сара и ее муж Асад наслаждаются семейной жизнью, любят друг друга и своих 5 детей. Кто знает, может быть, исполнится пророчество Худы о 6 детях Сары. Верный слуга семейства Амар погиб в автомобильной катастрофе на дороге в Даммам. Его жена и дети в Египте получают пособие от отца султаны. Отец Ранды купил ей виллу на юге Франции, где Ранда проводит большую часть года. После развода с отцом султаны она больше замуж не выходила. Поговаривают, что у нее появился любовник-француз.
Султана надеется, что это правда, хотя ее более консервативные сестры находят это ужасным. О подруге своего детства Вафе Султана более не слышала. Иногда Султана с ужасом думает, что Вафа живет в далекой деревне, забитая, окруженная детьми, видя именно ту жизнь, которой так боятся образованные девушки. Марси вернулась на Филиппины и добилась того, чего хотела. Позже она снова переехала в Рияд и работала медсестрой в одной из крупных больниц. Она собиралась отправиться на работу в Кувейт. Султана надеется, что Марси не погибла во время войны в Кувейте, однако с той поры ничего о ней более не слышала. Верная служанка Худа умерла и похоронена в Аравийских песках вдали от родного Судана. Самое печальное – Самира по-прежнему заперта в женской комнате. Несколько лет назад слышали, что Самира сошла с ума. Слуги говорили, что она целыми днями причитает и бормочет что-то невнятное. Однако подносы с пищей, которые подсовывали ей под дверь, возвращались пустыми, значит, она еще жива. Семья Самира обещает освободить ее после смерти жестокого дяди, но старик находится в добром здравии и умирать не собирается. Да и поможет ли ей теперь это освобождение? Все, что было рассказано мной выше, все это о книге дочери Султаны. Эта книга излагает факты реальной жизни. Многое, описываемое в книге, покажется странным западному читателю, но она не претендует на полноту освещения истории Саудовской Аравии или жизни всех женщин этого королевства в песчаной пустыне. Эта книга посвящена жизни храброй и находчивой саудовской принцессы и ее семьи. Аудиорассказы от Эдемы Элай.